Здравствуйте, друзья! Ко мне в руки попало интересное устройство от китайского бренда Ugreen, которое позволяет подключать телефоны, планшеты, у которых нет встроенного HDMI порта, к панелям, мониторам, телевизорам, проекторам, у которых есть этот порт, но при этом отсутствует возможность беспроводного подключения. Поставляется устройство в картонной коробке. По картинке его можно скорее идентифицировать как просто кабель с одним HDMI и двумя USB разъемами, папа и мама. По схеме сзади становится более понятным назначение каждого из разъемов. HDMI подключается к конечному устройству. USB мама нужен для подключения к смартфону или планшету, и USB папа для питания. Вся электроника находится в основном блоке, который совмещен с разъемом HDMI. Это активное устройство, поэтому ему нужно внешнее питание. Кабель питания имеет длину 1 метр, кабель для подключения источника сигнала 1,5 метра. Инструкция на английском языке содержит всю необходимую для подключения информацию, схему подключения, настройки, нужное приложение. Для Apple девайсов подключение автоматическое, ничего настраивать не нужно. Для Android необходима активация режима разработчика и включение опции USB дебаггинга. А также в некоторых случаях, как в моем, например, установки программе EasyCast. Операция разовая, поэтому проблем я с этим не вижу. В качестве источника сигнала я буду использовать свой нынешний смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с родным кабелем USB Type-C. Чтобы не привязываться к розетке, я использую Powerbank. Кстати, при подключении к системе смартфон начинает заряжаться. Для смартфонов с оболочкой MIUI для включения режима разработчиков надо перейти в раздел «Информация о телефоне» и нажимать на строке с версией MIUI, пока не появится сообщение о режиме разработчика. Далее переходим в меню «Расширенные настройки», в котором появляется новый пункт для разработчиков. Перейдя в него, листаем вниз и активируем пункт «Разрешить отладку по USB». Далее я установил из Play Market приложение EasyCast. Для активации проводного подключения нужно нажать на кнопку с изображением кабеля справа вверху. После этого происходит сопряжение с запросом разрешения на трансляцию экрана. В дальнейшем при подключении кабеля смартфон распознает его и сам предлагает запустить EasyCast. Подключаем кабель в свободный HDMI порт устройства вывода, в моем случае телевизора. Подаем питание, включаем и переключаемся на выбранный HDMI порт. По умолчанию на телевизор транслируется схема подключения, все то же самое, что и в инструкции. После подключения смартфона его экран зеркалится на телевизоре с учетом ориентации. Стандартно вертикальной большая часть экрана телевизора остается черной. В режиме листания фотографий изображение на экране меняется с той же скоростью, что и на телефоне, но с небольшой задержкой по времени. Аналогично и с перематыванием лент новостей в браузерах и социальных сетях. Имеется небольшая задержка по времени от начала действия, но скорость изменения картинки та же. Артефактов и лагов не замечено. Так как разрешение экрана телефона немного выше разрешения телевизора, изображение масштабируется по большей стороне, из-за чего сверху и снизу наблюдаются небольшие черные полосы. Видео плавно воспроизводится в режиме Full HD, как и заявлено в характеристиках устройства. Тайм-лагов с телефоном не замечено. Со звуком проблем тоже нет. По сути, смартфон может использоваться в роли медиаплеера. YouTube, фильмы, онлайн-ТВ – все воспроизводится отлично. За время тестирования никаких проблем я не увидел. Что касается применения устройства. Лично для себя я вижу как походный гаджет, который даст возможность показывать фотографии или видео с телефона на большом экране где-нибудь в гостях. Также пригодится во время отпусков и путешествий, для тех же целей, либо для просмотра какого-нибудь фильма вечерком на гостиничном телевизоре. В рабочих целях можно использовать, например, для презентации, подключаясь к проектору. Возможно, для кого-то будет интересна демонстрация игрового экрана на большой диагонали. Гаджет подходит и для этого. Я небольшой любитель игр, но кое-что нашлось и у меня. Все ожидаемо работает и для этих целей. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки.
Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!